В 2013 году дела у Nokia в бюджетном сегменте шли не самым лучшим образом, ведь на рынок стали выходить китайские компании с ультрадешевыми смартфонами на Android, а выпустить аналогичное устройство на Windows Phone было крайне проблематично. И тогда Nokia выпустила обновленную линейку устройств Asha, которую возглавляла Nokia Asha 503. Asha с хинди переводится как «надежда». И Nokia с выходом новой линейки этих устройств тоже надеялась на улучшение своего положения на рынке бюджетных смартфонов, и в целом обоснованно. Asha 503 представляет из себя небольшой моноблок кирпичик, выполнен из приятных материалов. Крышка довольно неплохой на ощупь пластик, а спереди закругленное стекло Gorilla Glass. Новая линейка доступных смартфонов была представлена в новом еще более ярком дизайне. Сверху прозрачный пластик, а за ним цветной слой. Такое из кармана достать точно не стыдно. И знаете, крайне непривычно держать настолько крохотное устройство по сегодняшним меркам в руках. А еще более непривычно видеть и пользоваться таким крошечным дисплеем. Всего 2,8 дюйма. Разрешение, кстати, тоже довольно скромное даже по тем меркам. 240 на 320 пикселей. И их здесь можно увидеть без помощи лупы. Но к такому размеру на удивление быстро привыкаешь и нет ощущения дикого дискомфорта. Теперь пару слов о камере. 5 мегапикселей без автофокуса, но со вспышкой. А вот, кстати, пара примеров фото и небольшой кусочек видео. Друзья, у меня также появилась страничка на платформе Boosty, где вы можете поддержать мой канал. Ссылка будет в описании. Но все же главная фишка этого аппарата кроется внутри, а именно в софтовой части, которая построена на базе Nokia Asha Software Platform. И позаимствовала она самое лучшее из операционной системы MIGO, которую Nokia уже закрыла к этому моменту. Так же как и MIGO, здесь управление происходит при помощи жестов. Свайп вправо или влево – разблокировка экрана. Свайп снизу вверх – включение камеры. Также при помощи жестов можно закрыть приложение и переключить язык клавиатуры. Жестовое управление здесь реализовано на хорошем уровне. Они делают опыт взаимодействия с этим гаджетом более комфортным. Весь UI также построен по гайдлайнам MIGO. Это касается не только жестов и иконок рабочего стола, но и дизайна всей системы в целом и всех системных приложений. И смотрятся они, кстати, отлично и сегодня. Главный экран здесь так же, как и в MIGO, состоит из иконок приложений. С главного экрана можно перейти на экран «Сегодня» или «Fastlane» и позволяет смотреть совершенные действия на устройстве. Какие приложения вы запускали, кому звонили и что писали, какие заметки делали и какие фотографии снимали. Также сюда попадают уведомления о входящих сообщениях и звонках, а также уведомления из клиентов социальных сетей. Из того, что здесь исправно работает по сей день, встроенный браузер Opera Mini. Вряд ли на таком небольшом экране можно с комфортом покорять просторы всемирной паутины. Ну и конечно, здесь исправно работает музыкальный плеер, а сам телефон успешно подключился к моим AirPods, хоть почему-то и не дал мне управлять громкостью звука в наушниках. Можно использовать этот девайс как музыкальный плеер, хоть и по качеству звука здесь, конечно, особо не разгуляешься. В самом начале я сказал то, что это смартфон, и по сути с большой-большой натяжкой так оно и есть. Здесь, конечно же, нет многозадачности из-за суперслабого железа. И, кстати, из-за него встречается множество лагов и подтормаживаний, иногда довольно критичных. Asha 503 стала одним из последних представителей фичи-фонов. И знаете, несмотря на всю бюджетность, несмотря на все ограничения и недостатки, я не могу сказать, что это ужасный аппарат. И сейчас он мне кажется довольно ламповым и милым. И я бы пользовался им как вторым аппаратом, будь здесь тот же Telegram или хотя бы работал клиент электронной почты. Что же вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. А с вами был я, Невероятный М, и увидимся с вами в новых роликах. Всем пока!